Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, многие из вас сейчас остро стоит вопрос, что мы будем готовить на Новый год, как мы будем его встречать и где мы будем отмечать. Весь интернет пестрит запросами меню на новогодний стол. Ну и, соответственно, после Нового года будет остро стоять вопрос, а что поесть после обильного излияния горячительных напитков, чтобы не болела головушка. А вот чтобы не болела ваша головушка, я хочу предложить вам суп из говяжьих хвостов. Ну вот скорее даже не суп, а можно сказать, это хороший наваристый бульон с мясом, для которого нам понадобятся говяжьи хвосты, лук, морковь, сладкий перец, чеснок, соль, перец, лаврушка. И я беру свои аджики. Вы можете взять аджику магазинную. Кто не знает или не готовил рецепт моей аджики, можете посмотреть на канале. Ссылку я оставлю на видео. Приступим к приготовлению, друзья. Для начала нарежем хвосты. Я их предварительно замачивал на 3 часа в холодной воде, чтобы ушла кровь. Поэтому они такие у меня белесые. Сейчас нам надо их нарезать по суставам. Уберем сначала вот этот лишний жир, который нам не понадобится, так как его предостаточно в мясе в самом. Вот здесь еще вырежем. Искал для данного рецепта недели 2 хвосты. Ни в одной мясной лавке, ни на рынке, нигде не было. Заказывал там через фермеров. Я говорю, а в чем проблема? А вы знаете, говорит, у нас мы сдаем мясо на анализы, и ветеринарная служба, говорит, забирает у нас хвосты себе на приготовление. Разузнали, что это вкусно, и теперь для нас, для обычных покупателей, стоит проблема, где взять хвостов. Но это может только у нас, у вас, я думаю, может все в порядке. Убрали жир лишний. Хвосты состоят из таких звеньев, которые нам нужно перерезать по хрящикам. Вот попадаете меж хрящей и нарезаете. Для этого нащупываете между суставов шишечка такая, и чуть выше ее надрезаете. Режется легко. Хоп. Есть какая-то грязь на хвосте, это обязательно все нужно хорошенько отмыть. В толстой части хвоста от этой шишки отступайте где-то с полсантиметра. Супчик из хвостов получается очень наваристый. Многие недооценивают качество хвоста. Ну, кто знает, из хвостов также очень хороший холодец получается. Дорогие друзья, хвосты я нарезал. На плиту я поставил заранее кастрюлю, чтобы у меня вода закипела. Сейчас нам нужно хвосты 15 минут прокипятить в горячей воде. Этот способ я применяю к хвостам, к языкам, к рулькам, к свиным, к голяшкам. Все, что может иметь какой-то сторонний запах, чтобы нам от него избавиться. Также я готовлю лосиные губы, тоже предварительно их обвариваешь, потом меняешь бульон. Дорогие друзья, хвост отправляем в кастрюлю. Тем временем, пока хвосты будут закипать, нарежем морковку. Морковку нарезаем полукольцами, не тонко, вот такой толщины, сантиметр. Произвольно
Можете колечками нарезать, можете брусочками на то количество хвостов, которые у нас есть. Одной морковки нам будет предостаточно. Одна луковица у нас пойдет в бульон, 2 нарежем четверть кольцами. В конечном итоге у нас получится наваристый бульон, почти как если его разделать на мясо и остудить, то это практически холодец. Или можно еще назвать его хашем, так, похмельным супчиком. Так, лучок нарезали. Чесночок у нас пойдет практически целый. Возьмем перец. Удалим семена. Нарезаем такими не мелкими фрагментами, чтобы у нас они поместились в ложку. Нам достаточно будет пару перчиков. Все ингредиенты я подготовил. Ждем, когда закипят наши хвостики. Дорогие друзья, хвосты проварились 15 минут. Сейчас я их достаю. Достанем их. Сливаем воду, моем кастрюлю, наливаем новую кипяченую воду, моем хвосты и закладываем их в свежую воду. Так у нас хвосты не будут пахнуть. Воды наливаем столько, ну, чтобы сантиметра на 1,5-2 покрывало хвосты. Нам нужен наваристый хороший бульон и вкусное мясо. Опускаем одну луковицу, одну морковку для бульона, пару лавровых листов и перец горошком. И отправляем все на плиту. Солить будем после. В общей сложности хвосты будут вариться не менее 3 часов. За это время через 1,5-2 часа мы достанем оттуда луковицу с морковкой и отправим туда наши нарезанные ингредиенты. Добавим аджики для остроты и посолим по вкусу. Варим на медленном огне. Дорогие друзья, бульон с говяжьими хвостами проварился у меня 2,5 часа. Сейчас я достану оттуда морковь, которую мы ложили, и лук. И соберу немного сверху жирок. Прямо ложкой лишний жир, чтобы совсем уж жирненько не было. Бульон вот так у нас будет наваристый, а лишний жир нам ни к чему. Сверху аж уже пленка с желатином, которая выделилась из костей. Ну все, вот этого будет в самый раз. Закладываем морковь, лучок кладем. Лука немного это, и это нормально. Он придаст в нашем бульоне вкус. Закладываем перец, чесночок просто раздавлю. 6 зубчиков.
Кто не любит чеснок, можете класть меньшее количество. И чуть-чуть пошинкуем, не совсем мелко. И отправляем в бульон. Добавим соль, так как мы соль не добавляли. Я думаю, пока 1 столовой ложки будет достаточно. Потом мы все это доведем по вкусу. Перец у нас был. Добавим нагрев. И моей волшебной аджички добавлю. Вот. Чтобы бульончик был такой остренький. Ведь на утро охота чего-то острого. 3 чайных ложечки, я думаю, будет предостаточно. Кто хочет больше, кладите больше. Все, закипает и варим до готовности морковки. Остальные ингредиенты у нас сварятся быстрее. Все, друзья, вернемся, когда будет супчик наш готов. Ну, где-то, наверное, минут 40, это точно. Пусть наваривается. Дорогие друзья, суп из бычьих хвостов, или как можно еще назвать его там, холодец хаш. Но так как мы добавили сюда овощи, у нас будет суп. Готов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Достаем вот это мяско. И вот этот прозрачный наваристый бульончик. Я уверен, что 1 числа вы будете рады такому бульончику. Дорогие друзья, хочу попробовать с нетерпением, что у нас там получилось. Вот этот вот хвостик взять. И вот так вот мясо с него прямо сваливается. Пик. И косточка остается чистенькая. Вот так вот просто раз. И все свалилось. Вот такой наваристый супчик можно 1 числа, 1 января, когда вы просыпаетесь с тяжелой головой, можно пойти на кухню, его согреть, налить стопочку. Друзья, я сходил все-таки за стопочкой, не выдержал. Ну как, такой супец и без стопочки. Дорогие друзья, хочу сказать тост за всех тех, у кого сегодня день рождения. Я хочу пожелать им здоровья, счастья, любви, всех благ. Оставайтесь такими же добрыми, будьте добрее к людям, к близким. Дай Бог в вашем доме, чтобы всегда был мир, тепло и уют. Дорогие друзья, за вас, ваше здоровье. Спасибо, что смотрите меня. И вот таким вот бульончиком. Это просто песня будет 1 января. Мяско просто тает. Лучше нету. Говорят, горячий хаш с похмелья хорош. А это почти тот же самый хаш, только с овощами. Морковка, лучок, перчик придают этому бульону свой вкус и аромат. Приготовьте 31 числа, сварите на все про все, ну, почти 3,5, даже 4 часа будете варить, ничего страшного не случится. Зато у вас будет наваристый супец. За эти хвосты я отдал на рынке всего 300 рублей. Где вы сварите такой суп за 300 рублей, целую кастрюлю?
Это вкусно, друзья. Но я хочу сказать вам спасибо, сказать до свидания, до скорых встреч. Пока, мои хорошие. Ждите новых рецептов. С вами был Волоха.